Пробыли в этой деревушке один день. Помылись, постирались, отоспались. Но уже в середине дня стало скучно. И с удовольствием едем дальше. Раньше это был важный центр. Здесь добывали золото с 15 по 19 век. И по железной дороге вывозили. Потом золото закончилось. И сюда приезжают только пенсионеры на автодомах. И иногда автостопщики. Я, кстати, не рассказал. Мы когда сидели в последнем испанском селе за 12 километров до границы. Мы ждали часа полтора, может быть 2. За это время проехало где-то 8-10 местных машин. Они показывали, что они сворачивают. И видно было, что они на грунтовую дорогу заезжают. К церкви едут. А из таких дальних машин я насчитал 4 всего лишь. В самом начале мужик какой-то поехал, на нас не отреагировал. Потом на португальских номерах мужчина сперва в Испанию заехал, и потом в скорости уехал в Португалию, тоже на нас никак не отреагировал. Потом, на удивление, 2 девчонки какие-то пронеслись. И, наконец, парень с девушкой. Часы на башне каждые 15 минут отбивают время. И я уже жду, когда будет 6 часов, чтобы искать место в лесочке. И вдруг этот парень с девушкой возвращаются. Я такой думаю, нет, до Португалии они не успели доехать. Разворачиваются, подъезжают к нам и нас забирают. То есть они, по дороге передумали и решили все-таки нас забрать. Вот он, мост между Испанией и Португалией. И вот тут, возле кафешечки, перед крутым подъемом, мы и будем ждать долго-долго. Я no hablo Portugal, no portugués, no. Пять минут. А мы с ними познакомились на той стоянке, поэтому они нас без проблем подобрали. Первый португальский городок Мертала. Не знаю, нас высадили на развязке, и что-то не особо вообще видно сам городок. Вот дома, но он маленький, похоже, совсем. Ладно, мы сейчас по магазинам пройдемся, может составим какое-то впечатление. Я, кстати, и доволен, что очень маленький городок. И мы по таким классным местам ехали. Зеленые холмы, там пасутся какие-то стада, деревья. И даже не все загорожено. Очень приятно было. Во-первых, тут потрясная природа. Очень красиво, очень красиво. Я очень доволен, что мы сюда поехали. Такой контраст с Испанией. В Испании мы тоже проезжали через красивые места, в горах. Но просто последнюю неделю мы в Испании, по таким, сельскохозяйственным местам ехали. Да, а тут такой контраст классный. И люди тоже классные. Сейчас женщина подвезла женщина и в конце говорит, давайте я вам помогу машину остановить. Она по-португальски, естественно, говорит, я ничего не понимаю, я понял только слово помощь. Мы вышли, а машина едет следующая, она, давай ей махать. Я говорю, не-не-не, мы сами справимся, спасибо. Мы совсем не ждали, в смысле как, минут 10 подождали там в том городке. Отлично, мне все нравится здесь. Отлично, природа, погода сегодня не жарко. Одно из самых приятных мест, где мы стопили. Природа. Вон там какая-то гора на фоне. Деревья, зелень. Отличный перекресток. Здесь есть место на обочине, где встать машине. Нас везет парень, который работает на ферме.
И мы отъехали от трассы вглубь пастбища. Тут, как получается, деревья какие-то плодовые. Не знаю, что это. И пастбище, коровы пасутся. И прям огромные такие территории. Зеленые, красивые. Эти деревья на полях, это дубы. Здесь пасутся свиньи и едят желуди. Подвез паренек-марокканец, который работает здесь на ферме. Даже ничего не спрашивая, подъезжая только, уже кивает: давай, садись. Вот, очень красивые места. По-прежнему. Аисты. Очень много птиц. Облачно. И по чуть-чуть начинает моросить дождь. Пережидаем дождь под тентом палатки и под деревом. По прогнозу через 2 часа должен закончиться. Ну, не сильный, моросящий. Дождь закончился. Часа 1,5-2 мы сидели. Мы возвращаемся на прежнее место. А у нас тут гости. Овцы, а чуть дальше коровы. Машины тут проносятся. И что-то мы не можем остановить. И мы решили километр пройти, там малюсенький поселочек. И среди домов, я думаю, они будут менее... притормаживать будут. Вот тут, в поселочке, там, где они до 50 должны сбрасывать. Попробуем-ка здесь. И отличное место. Много места машине остановиться. Попробуем. Мы хоть немножко согрелись после дождя этого. Интересно, что это у них в каждом селе? Публичный туалет. Бесплатный. В отличном состоянии. Классно. Не только туалет, но еще и душ. Интересно. А наши рюкзаки в открытом кузове. Я как-то не подумал, что они могут намокнуть под дождем. Хотя они уже и так сильно влажные. Новая страна в нашем списке водителей. Кабо-Верде. Парень по имени Блесс завез нас в город в Бежа точнее. Я его спросил, куда он там в Бежу едет, в центр или куда. Он говорит: а тебе куда надо? Я говорю: хочу еды купить, а потом мне в следующий город. И он завез нас к супермаркетам. Но мы пойдем в старый добрый Лидл. Он тут через дорогу. Опять пошел дождь в городе Бежа. И будет идти весь день сегодня. Уже вечер, уже часов 6. Ну, мы будем выходить через город 2 километра. И там где-то возле нашей развязки в лесополосе найдем себе место для палатки. Придется немножко пройтись под дождем. А сейчас 2-й раз за день йогурт кушаем. А то что-то день был не сильно легкий. Нужно немножко себя подбодрить. Еще одна ночь у дороги под дождем. Ну, было не ужасно. Но мы постарались быстрее уйти. Vocês querem ficar Vidigueira, a estrada ou só passar? Só Vidigueira, passar, sim. Sem parada. No parada. Мы там прождали всего минут 10. Кстати, мы были на трассе уже где-то в 7:20 утра. Это благодаря тому, что в Португалии на час раньше, чем в Испании. Я встал где-то в 6 утра, как только начало светать, и очень быстро постарались собраться. Мы за городом Видигера. Нам ехать в город Эвора, 55 километров. Сейчас будем искать место на этой развязке. Ночка была не самая простая, место, как обычно, паршивое. Не хотелось ничего снимать. Природа нам дает пару часов, чтобы проехать сегодня. Потом опять могут быть дожди.
Вот как обычно, стандартная развязка. Нужно ее пройти и на выходе голосовать. Ну, не знаю даже, как лучше выбрать позицию для голосования. Вот идет основная трасса. Одна полоса. Жух, она уходит. А отсюда, где мы стоим, это из города машины выезжают на эту основную трассу. И там ловить одновременно нельзя, потому что здесь столбики стоят. И отгорожено, а дальше поворот. Машины слишком быстро едут по этой основной. Ну, машин очень мало, сейчас 8 утра. У нас проехало 3 машины. В целом водители общительные. Что-то показывают. К сожалению, очень многие показывают, что у них только одно место свободное, а нас двое. Пум-пум-пум. Погодка такая мрачноватая. Немножко холодно. Настроение немножко сумрачное. Но только-только начинается утро. Тут ты будешь делать одни женщины за рулем. Нас, конечно, подвозили женщины. И вчера, и раньше. Но вероятность гораздо ниже, чем если мужчина за рулем. Очень интересная история очередная, которая меня удивила. Нас подвозит Нуну. Как вы помните, мы стояли на выезде с развязки не на главной полосе, а он ехал по главной полосе и потом сдал назад, к нам подъехал и везет нас в следующий город 55 километров. Но ему туда не надо было, он едет, чтобы нам помочь. Нуну в бригаду. Ой, класс. В общем, Нуну завез нас в город Эвора, в самый центр. Пока ехали, рассказал, где тут какая церковь, где тут какой монастырь. Классно. Тут погода паршивая, дождик то идет, то перестает. И мы, возможно, проведем целый день здесь в городе. Потому что погода очень плохая. Достаточно интересно тут в центре. Не, все-таки города... Гуляние по городам это не для меня. Ну высадил, говорит, вы походите по городу, проведите один день. Я говорю Антону, ну что, пошли? И сам сделал 5 шагов. И не, меня ломает, я не хочу. Я хочу под дождь стопить и встречаться с такими удивительными людьми. Кто любит города, Эвора хороший выбор, чтобы провести тут один день. Я еще ни в одном городе мира не встречал, чтобы тротуары были вымощены камнями. А я у этого Нуну уточнял, а что ты реально ехал по основной дороге и потом сдал назад, чтобы нас подобрать? Он говорит, ну да, типа дождь же сейчас начнется. И при этом он раньше автостопщиков не подвозил. Я особо-то и не видел. Сегодня за утро, за пару часов утром, мы проехали столько же, сколько за вчерашний весь день, километров 75-80. Поэтому, учитывая погоду, мы идем на выход из города. И там где-то попытаемся найти приличное место в каком-нибудь лесочке. Ну, такие надежды есть. Потому что сидеть в городе, например, в Макдональдсе, все равно вечером нужно будет куда-то выходить. Так лучше это сделать по-светлому. Вы как считаете? Дождь прекратился, и мы можем на улице покушать. Но видите, процесс простой. Проснулись, поели, стопим, едем. Купили вкусный обед, поели, стопим, едем. Вечером спим. Завтра то же самое. Но мы вызываем какие-то теплые чувства у прохожих. Вот сейчас вот я записывал предыдущее видео. Мужчина проходит, встретились взглядами, он улыбнулся, кивнул, поздоровался. Я в ответ поздоровался. Кстати, у меня немножко горло болит.
Я сегодня ночью чувствовал, что немножко горло. И сегодня утром я ныл, что машин нету, что погода плохая. А как только появился вариант погулять по городу, я такой: нет, давайте идем на трассу. Это самая интересная прогулка через город, в то место, где мы будем стопить. Все время идем вдоль городской стены римского времени. А там дальше акведук. Хех! Наконец-то опять наступил тот день, когда мы сделали больше 100 километров. Уже 110, а еще часа дня нету. Неожиданно вообще. Дорога была там на выезде из города маленькая. Я думал, мы будем час ждать. 5 минут не стояли. Да, наверное, 3 минуты стояли. Остановилась женщина, военнослужащая португальской армии. И классно нас провезла, я не знаю, километров получается 40. И погода улучшается. Ну не знаю, все говорят, что будет дождь, но более солнечно стало. Я доволен, что выбрал эту трассу. Красоты продолжаются. Может, на других тоже то же самое было бы, не знаю. И что удивительно, на трассе остановка шикарнющая, огромная. Прям не верится. Ой, как красиво. Стоим уже час. Погода по-прежнему хорошая. А вот водители не останавливаются. Несутся с большой скоростью. И хоть ты тресни. Простояли час 20 без толку. Ну что делать? Ну что еще стоять? Что стоять? Вон они едут, даже не притормаживают. Блин, а до поворота, ну там развилка дальше. 7,5 километров. С Антоном это 2 часа идти. Ну, а без толку что тут стоять? Надо идти. Сейчас с Антоном проходим пешком мимо тех пастбищ с дубами, мимо которых проезжали. Красиво тут по-прежнему. Может быть, у нас будет одна из самых красивых, одна из самых спокойных ночевок в этом путешествии. Мы увидели разрушенную ферму, там остатки здания, и участок земли не огороженный. Вот эти красивые дубы, вот эти зеленые луга. Ставим палатку, отдыхаем. Фух, какое счастье, можно полежать. Горло, кстати, у меня болит. Антон молодец. Эти 5 километров с рюкзаком прошел по виду совсем легко. Да, Антон? Красавец. Прекрасный, спокойный вечер.